Эта трогательная история произошла в живописном штате Вирджиния, расположенном в Соединенных Штатах. Когда Алексу и Марии было по 19 лет, они решили создать семью и поженились. Вскоре после свадьбы, через месяц, счастливая девушка узнала, что они скоро станут родителями. Мария была беременна. Это известие наполнило их сердца радостью и ожиданием. Они с мужем начали готовиться к появлению своего первенца. Обустроили уютную комнату для ребенка, купили красивую кроватку, шкафчик и забавные игрушки, чтобы малыш ни в чем не нуждался. Алекс и Мария едва могли дождаться этого уникального момента, когда их семья станет полноценной. Несколько месяцев пролетели незаметно, и вот настало время родов. Когда Мария почувствовала, что ей срочно нужно в больницу, Алекс, взволнованный, позвонил своему другу, чтобы тот отвез их на машине. Но тот, к сожалению, сообщил, что у него сломалась машина. Это известие сильно потрясло молодого человека. Он не мог допустить, чтобы их счастье было под угрозой. Алекс в спешке вызвал скорую помощь, но она приехала так поздно, что Мария уже была совершенно обессилена. Алекс обнимал ее, пытался успокоить и поддержать в этот критический момент. Когда, наконец, прибыли медики, женщину срочно отвезли в больницу, где ее поместили в родильное отделение. Алекс, полон волнения, нетерпеливо ждал новостей. Через несколько мгновений, которые казались вечностью, вышла медсестра с важной, но ужасной вестью. Его жена не может родить естественным путем, и ей срочно требуется операция. Это известие ранило сердце молодого человека. Он чувствовал, как волна страха накрывает его. После 5 часов операции доктор вышел с бледным лицом и сообщил ему страшное. Его жена скончалась в операционной, но маленького мальчика удалось спасти в последний миг. Алекс не мог поверить в то, что услышал. Это была самая страшная новость в его жизни. От горя он закричал. Его душа, казалось, разрывалась на части. Его мир рухнул, и все, что он построил, казалось, мгновенно развалилось в прах, как карточный домик. Позже Алекс, словно сквозь туман, пошел к врачу, который проводил операцию, и вместе с медиками направился к своему сыну, который безутешно плакал в палате. Но, несмотря на всю горечь в его сердце, отец не хотел видеть своего ребенка и отказывался забирать его. Медсестры, пытаясь успокоить его, объясняли, что, несмотря на его огромную утрату, теперь на нем лежит большая ответственность за жизнь и будущее малыша. Заметив, что отец находится в тяжелом психологическом состоянии, доктор с потухшим взглядом попросил медсестер не отдавать ему младенца. Он объяснил, что в таком состоянии малыш может причинить ему еще больший вред своими криками и нуждами. Доктор предложил Алексу вернуться через неделю, чтобы забрать сына. Но когда пришло время, он по-прежнему не думал забирать мальчика. Когда из больницы позвонили и сообщили, что он может забрать своего сына, Алекс продолжал настаивать, что не хочет его видеть. Персонал больницы был в растерянности. Они никогда прежде не сталкивались с подобным случаем. Когда бабушка Мария узнала о том, что происходит с ее внуком, она немедленно приехала в больницу, забрала малыша к себе домой и решила взять на себя заботу о нем. Она искренне заботилась о крохе и купила ему все необходимое — одежду, молоко, игрушки.
Сначала бабушка пыталась уговорить Алекса образумиться, сказать ему, что он должен заботиться о сыне, который нуждается в его любви и поддержке. Но, к ее большому сожалению, Алекс продолжал отказываться и грубо игнорировал ее. 4 месяца спустя бабушка приняла решение навестить мужчину вместе с ребенком и отправилась к нему домой. Но когда она пришла, его не оказалось на месте. Соседка рассказала, что Алекс часто ходит к железной дороге и там сидит. Тогда женщина немедленно побежала туда, чтобы найти Алекса и показать ему их общего внука. Когда она пришла к рельсам, то увидела мужчину, сидящего на рельсах с бутылкой вина в руке, погруженного в горе и печаль. Пожилая женщина подошла и попыталась поговорить с ним, но он, будучи в подавленном состоянии, был не в состоянии ясно мыслить и отказывался разговаривать даже с ней. Она аккуратно посадила ребенка ему на колени, но он никак не отреагировал, будто был в трансе, не замечая, что рядом с ним находилось самое дорогое существо в мире. Бабушка потеряла надежду переубедить мужчину и после этого решила вернуться домой. Дома ее уже ждал ее верный друг и компаньон — Рекс. Это был жизнерадостный пес, который обожал детей и всегда с удовольствием играл с малышом, заботясь о нем. Иногда бабушка смеялась, говоря, что ее собака — лучший отец для ребенка, и чувствовала, что дитя в добрых руках. И так маленький малыш счастливым образом жил с бабушкой и любимой собачкой. С тех пор бабушка перестала пытаться поговорить с отцом ребенка и приняла тот факт, что он не в состоянии позаботиться о своем сыне после той ужасной трагедии. Но примерно через 3 месяца Алекс совершенно неожиданно появился на пороге пожилой женщины. Он выглядел изменившимся и более собранным. Молодой человек сказал ей, что хочет забрать своего сына и воспитывать его самостоятельно. Он пережил смерть жены, принял это горе и взял себя в руки, был готов к новому началу. Сначала женщина не могла поверить, что мужчина так сильно изменился за такое короткое время, но в глубине души была рада, что он наконец-то решил взять на себя ответственность за жизнь своего ребенка. Разрешив ему забрать малыша, она с радостью помогла обустроить все необходимое для комфортной жизни. Бабушка дала ему советы о том, что нужно для хорошего ухода за малышом, и дополнительно приготавливала еду и вещи. Сложно было сдержать слезы, когда она прощалась с внуком, так как сердце ее разрывалось от любви и тревоги. В последующее время старушка навещала его каждый день и была поражена тем, как сильно отец старается. Он показал, что готов потрудиться ради своего малыша, обучая его, заботясь о нем и любя. А в доме послышался смех и радость, которые, внеся новую жизнь в их отношения. Позаботившись о своем сыне, Алекс даже познакомился с новой женщиной по имени Ольга. Она произвела хорошее впечатление, и бабушка малыша подумала, что она пойдет Алексу на пользу в его новых начинаниях. Ей казалось, что теперь ребенок в надежных руках и может счастливо расти в полноценной семье. Однако вскоре выяснилось, насколько была наивна ее надежда. Однажды, сидя в саду, женщина заметила, что ее собаки нигде нет. Казалось, она бездумно пролезла через дыру в заборе, которую бабушка давно собиралась починить. Как только бабушка собралась искать сбежавшую собаку, та внезапно выбежала из-за угла. Пожилая женщина обрадовалась, что ее любимая собака вернулась домой целой и невредимой, но быстро поняла, что что-то не так. Собака вернулась не одна, в зубах она несла что-то.
Подбежав ближе, бабушка сразу узнала своего внука, и ее сердце сжалось от ужаса. Она была не просто удивлена, а возмущена тем, что произошло. Непосредственно после этого она отправилась к Алексу. Прибыв к нему домой, женщина немедленно вызвала полицию. Во время допроса в участке полиции молодой человек, не оказывая сопротивления, признался во всем. Оказалось, что всего за несколько дней до этого его бросила Ольга. Алекс не смог это пережить и вновь впал в глубокую депрессию. В его голове витали мрачные мысли, и, ведя беспорядочный образ жизни, он снова начал пить, что привело его к самым темным краям. Он чувствовал себя абсолютно заброшенным, не понимая, как найти выход из этого ужасающего состояния. После всего этого мужчина решил отнести своего сына к рельсам и оставить его там, тем самым решив избавиться от проблемы, которую не смог принять. Но в это время Рекс сбежал из дома, обретя свободный путь к своему существу. Он отправился к ребенку, ощущая, что тот находится в бедственном положении. Видимо, у собаки была удивительная способность чувствовать эмоции своих близких. Хотя собака никогда не была в том месте, она нашла ребенка, аккуратно схватила его за одежду, оттащила на землю и аккуратно принесла к своей хозяйке, откуда он никогда не должен был уйти. Полицейские и остальные жители города были шокированы, когда узнали об этой истории, о том, что произошло, и о мужестве доброй собаки. Их внимание было захвачено примером преданности и любви. В конечном итоге, сейчас ребенок живет со своей бабушкой и ее собакой и счастливым образом растет, не боясь, что с ним может что-то случиться. Это трогательная и поучительная история о важности семейной любви и о том, как даже в самые темные времена преданная любовь животных может изменить судьбу. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.